Всем привет! Вы на канале На велике с бананом, меня зовут Игорь. И сегодня поговорим на тему пульса и пульсовых зон при езде на велосипеде. Тема крайне важная, особенно если вы хотите ездить на длительное расстояние. В 2024 году я проехал более 4300 километров. Многие мои маршруты составляют от 100 до 170 километров за поездку и помогает мне в этом понимание пульсовых зон. Давайте начнем с того, что разберемся, для чего надо следить за своим пульсом. Частота сердечных сокращений, она же пульс, это ответ организма на тренировки. Наверное, это единственный способ понять, как ваш организм отзывается на ту или иную нагрузку. В разных пульсовых зонах в организме происходят разные процессы. Поэтому важно понимать хотя бы примерно, что значит каждая зона пульса и стоит ли вам в нее заходить. Для начала вам надо определить ваш максимальный пульс. В домашних условиях точно его определить довольно сложно, но есть базовая формула. Берем 220 минус ваш возраст. Мне 38 лет, значит у меня максимальный пульс будет около 182 ударов в минуту. Но тут все не так просто. Чем больше человек тренируется, ездит на велосипеде, бегает, плавает, тем выше его максимальный пульс. Он зависит даже от того, как хорошо вы поспали и что вы ели вчера на ужин. Поэтому за основу берем эту формулу, но понимаем, что она не точная. Есть вот такая картинка, которая показывает зависимость пульса от возраста. Но опять же, это все очень и очень примерно. Однако для начала вам подойдет. В разных источниках описывается разное число пульсовых зон, от 5 до 7. Слышал еще и про 9. Всех их разбирать нет смысла. У меня в часах и на велокомпьютере есть 5 пульсовых зон. Их я и использую. Для любителя этого достаточно, потому что дробление на более мелкие зоны нужно для профессиональных спортсменов, к которым я себя не отношу. Давайте начинать. Первая зона. Пульс в ней составляет где-то 50-60% от максимального. В моем случае это где-то от 90 до 110 ударов в минуту. Эту зону я называю разминочной, так как в ней хорошо начинать поездку и проезжать первые километров 5-10, чтобы немного разогреться и дать организму привыкнуть к нагрузке. Вторая зона. В ней пульс от 60 до 70% от максимального. Ее еще называют зоной похудения. Вижу ваши горящие глаза. Вот оно, заветное слово похудение. Да-да, я тоже раньше думал, что для того, чтобы похудеть, надо ехать как в последний раз. Но нет, оказывается, самое эффективное жиросжигание идет в этой зоне. А для моего возраста она составляет где-то от 110 до 125-130 ударов в минуту. При таком пульсе организм берет 80% энергии из жиров. Однако не спешите радоваться. Чтобы велосипед дал пользу в виде похудения, ехать в этой зоне надо не менее 40 минут, а лучше 2-3 часа. Еще эта зона является основой для подготовки к соревнованиям у профессиональных спортсменов. Знаю, что в начале сезона они проезжают по 2-3 тысячи километров перед тем, как начать переходить к интервальным тренировкам в более высоких пульсовых зонах. Поэтому и вам не стоит ехать на всю мощь, особенно в начале сезона. Я тоже стараюсь в этой зоне ехать около 70-80% моих дальних поездок. И кстати, за поездку в 100 километров я теряю по данным моего велокомпьютера что-то около 3-4 тысяч килокалорий. Стоит задуматься. Главным показателем этой зоны является то, что при таком пульсе вы можете спокойно разговаривать без одышки. И самое главное, ехать вы можете на таком пульсе очень и очень долго. 2, 3, 5 и более часов с небольшими перерывами на отдых. Плюс в этой зоне у сердца самая высокая амплитуда сокращений. А это значит, что сердце тренируется, чтобы в будущем работать еще лучше. И ваш максимальный пульс будет расти. Это приведет к тому, что во второй зоне вы будете ездить все быстрее и быстрее. Также тренировки в этой зоне укрепляют сердечно-сосудистую систему. А это плюс для тех, у кого есть проблемы с давлением. Я бы сказал, что вторая зона самая важная. Если вы не профессиональный спортсмен, то вам будет достаточно ездить в ней и не думать больше ни о чем. Третья зона. Пульс в ней от 70 до 80% от максимального, или для моего возраста 130-145 ударов в минуту. В этой зоне и последующих зонах организм использует в качестве топлива гораздо больше углеводов, нежели жиров, так как углеводы более быстрый в плане расщепления источник энергии. Тренировки этого типа нужно включать тем, кто стремится к развитию скорости, силы, повышению лактатного порога и максимального потребления кислорода. Тренировки в этих зонах помогают развить более высокий темп на гонках, если вы, конечно, в них участвуете.
Долго работать в этой зоне нельзя, это скорее соревновательная зона. Ей спортсмены отводят в общей сложности около 20% тренировочного плана. Зона 4. Пульс от 80 до 90% от максимального. Для меня пульс в этой зоне составляет где-то 145-165 ударов в минуту. Это пороговая зона, в которой проходят темповые тренировки длительностью до часа и соревнования в районе часа. В этой зоне уже не очень хочется разговаривать, но еще получается перекидываться короткими предложениями. В этой зоне происходит более интенсивное накопление молочной кислоты и растет потребление кислорода. Заезжать в эту зону простым любителям стоит уже аккуратно. Я обычно до нее добираюсь, когда поднимаюсь в горки. И потом сразу стараюсь снизить пульс до второй зоны. Ну и пятая зона с пульсом от 90 до 100% от максимального. Для меня это от 165 ударов в минуту до 182. Как по мне, эта зона нужна для продвинутых спортсменов, так как в ней тренируется скоростная выносливость. Это важно для тех, кто готовится к соревнованиям. Разговаривать в этой зоне практически невозможно или очень сложно. Тренироваться в этих зонах можно непродолжительное время. Для этого делаются интервальные тренировки. Давайте подведем итоги. Если вы не спортсмен, а простой любитель, как и я, то вам будет достаточно первых 3 зон, и вы сможете проехать много километров, не убиваясь и не теряя много энергии. Лезть целенаправленно в зоны 4 и 5 я вам настоятельно не рекомендую. Пульсовые зоны в принципе придуманы для спортсменов, и если вы, купив свой первый велосипед, будете выжимать из себя все соки, то это не закончится ничем хорошим, кардиолог точно не похвалит. Помните, даже спортсмены мирового уровня 80% своих тренировок делают во второй пульсовой зоне. Это базовая зона, которой надо придерживаться. Не спешите побыстрее себя раскатать в высоких пульсовых зонах. Это может привести к очень печальным последствиям. Если вы будете ездить на второй зоне долго и часто, то со временем вы заметите, что вы едете все быстрее при одном и том же пульсе. Как измерить ваш пульс? Тут достаточно будет либо часов с датчиком пульса, либо купите себе простой, ну или не простой, велокомпьютер с датчиком на грудь. Это будет наиболее правдивый способ отслеживания пульса. Всегда помните про пульсовые зоны, не стремитесь ехать на всю мощь, иначе вы можете сделать только хуже для своего здоровья. На этом все, до новых встреч, пока-пока.